Приветствую вас, друзья! Вооруженные силы Украины уже начали получать американские РСЗО HIMARS М142 и М270 МЛРС, а наши защитники проходят обучение по использованию этих систем в Великобритании. На сегодняшний день данные системы являются самыми современными и передовыми. Например, HIMARS была принята на вооружение в 2005 году. После новости о поставке Украине этих систем Путин болезненно воспринял эту информацию и пригрозил расширить список целей, по которым его армия может нанести удар. Это говорит о том, что он понимает, насколько эти системы РСЗО могут повлиять на ход боевых действий. Универсальная пусковая установка М270 МЛРС была принята на вооружение армии США в 1983 году, и до 2003 года было выпущено 1300 установок. Она смонтирована на базе гусеничной платформы Брэдли и имеет массу 24,5 тонны. Максимальная скорость движения 64 км в час, а запас хода 480 км. В экипаж входят 3 человека – командир, наводчик и механик-водитель. Время подготовки к стрельбе составляет 2 минуты, время полного залпа 60 секунд. Система продумана до мелочей и, как принято у американцев, создавалась для комфортного ее использования человеком. В М270 устанавливаются 2 пусковых блока по 6 стеклопластиковых транспортно-пусковых контейнеров трубчатой конструкции калибром 227 мм. Боеприпасы помещаются в контейнеры на заводе-изготовителе. Извлечение или иное обслуживание ракет до стрельбы не требуется. Перезарядка предусматривает полную замену контейнера, а по времени она занимает менее 5 минут. Разнообразие реактивных снарядов к этой РСЗО включает в себя неуправляемые и управляемые варианты с различной боевой частью. Это и кумулятивно-осколочные, и осколочно-фугасные, и постановщики минных заграждений. При этом самая первая модификация ракет М-26 имеет дальность стрельбы до 32 километров. Вторая модификация М26А1 и А2 до 45 километров. Третья модификация М30 до 70 километров. Четвертая модификация М31 до 80 километров. И пятая модификация до 150 километров. Кроме этого, система вместо блока с 6 реактивными снарядами может использовать блок с одной оперативно-тактической ракетой Атакамс калибра 610 мм, которая в зависимости от модификации имеет дальность стрельбы 140, 165, 220, 270, 300 или 500 километров. Поэтому М270 можно назвать военным конструктором Лего, из которого можно собрать необходимую модификацию из разных боевых блоков. Система РСЗО М142 HIMARS – это по сути упрощенная и более мобильная версия М270 МЛРС, только на колесном шасси и с одним боевым блоком вместо 2. Для сравнения, советский РСЗО «Град» калибром 122 мм на 40 направляющих имеет максимальную дальность стрельбы 42 км, но зачастую используются боеприпасы с дальностью стрельбы всего 20 км. Советский РСЗО «Ураган» калибром 220 мм на 16 направляющих имеет максимальную дальность стрельбы 35 км, а советский РСЗО «Смерч» калибром 300 мм на 12 направляющих имеют максимальную дальность стрельбы 90 км. Ураган и Смерч используют оптические прицелы, и расчет, управляемый системами, должен вручную подготовить РСЗО к стрельбе, что занимает 10-12 минут, а устаревшая система прицеливания также влияет на точность ураганов и смерчей. При пуске 12 ракет РСЗО «Смерч» круговое вероятное отклонение составляет 170 метров. Половина ракет попадут в радиус 170 метров от цели, а половина отклонятся еще больше. При этом круговое вероятное отклонение американских РСЗО М142 и М270 составляет всего 5 метров. Это связано с применением инерциального и спутникового наведения. Второй момент – это скорость перезарядки. Для перезарядки урагана требуется около 20 минут. Для перезарядки смерча требуется около 40 минут. А для перезарядки американских РСЗО
РСЗО требуется около 5 минут, так как ракеты заряжаются не поштучно, а сразу целым блоком. За час М142 и М270 могут отстрелять 5-6 раз. Беспилотник фиксирует цель, передает GPS-координаты оператору системы, после чего цель точно поражается. Подводя итоги, мы видим, что американские РСЗО стреляют дальше, попадают в цель точнее, перезаряжаются быстрее и к тому же могут использовать оперативно-тактические ракеты. В первой партии к этим РСЗО Украина получила блоки с управляемыми ракетами М-30 и дальностью стрельбы около 70 километров. Но даже эти ракеты могут существенно повлиять на ход боевых действий. К тому же, кто знает, как ситуация изменится через неделю-другую и какие решения будут приняты. Поэтому оккупантам, воюющим в Украине, я рекомендую связаться со своими родственниками и попрощаться, пока у вас еще есть такая возможность.